Здравствуйте, дорогие делцеведы! С болью в сердце я вынуждена заменить Игоря и представить книгу, зная, что никто не смог бы сделать это так хорошо, как он. Я буду читать с нашей корреспонденции, будто как-то он сидел здесь вместо меня. Начну с письма от одногруппника Игоря Павлова по институту Олег Поветку. Он мне написал. Весной я прочитал вашу книгу, был приятно поражен уровнем технической детали, решил почитать про авторов. Я посмотрел несколько ваших видеороликов, программу на Discovery и другие материалы, доступные онлайн. Внимательно посмотрев на фото авторов книги, я был удивлен, узнав моего одногруппника по институту и коллега по работе в кафедре экспериментальной ядерной физики Ленинградского политехнического института. Я не видел Игоря более 30 лет. В институте он был самым худым, я бы сказал, толстым в нашей группе, с копной вьющихся волос и носил большие очки в роговой оправе. Ничего этого на фото я не увидел. Было почти невозможно узнать его на фото, за исключением какого-то сходства линий губ и бровей. В любом случае, было невозможно представить, что Игорь как-то подружился с вами по причине полнейшей полярности и его личности, и вашей. По крайней мере, какой я вас увидел в онлайновских видеороликах. Он был очень тихий, спокойный, методичный интроверт. Самый тихий и спокойный из 13 студентов нашей группы. Очень вдумчивый, методичный молодой человек с аналитическим складом ума, не торопившийся никогда и никуда, не делавшего резких движений, даже, я бы сказал, производившего впечатление слегка заторможенного человека. Во время нашей работы в кафедре, после очередного продолжительного молчания, слегка неожиданно он начинал рассказывать своим голосом, лишенной эмоций, какую-нибудь свою очередную и вполне законченную историю, обычно довольно интересную и непредсказуемую. Но в основном он молчал, несмотря на свой молодой возраст, нам было слегка за 20 тогда. Представить, чтобы Игорь написал и продавал книгу на американском Амазоне, было, конечно, невозможно. Потом мне пришла в голову мысль, что, видимо, я стал свидетелем классического случая притяжения противоположных личностей и той синергетики, которая стала результатом такого притяжения. Как только я понял, что на фото именно мой согруппник, я начал плотно разбираться с радиоактивным заражением Надежды Дятловцев. И это наша с Игорем специальность. Я продолжаю работать по этой специальности в Штатах. Я поэкспериментировал со старинными радиационными детекторами, провел какие-то наблюдения и собирался написать все это Игорю, когда узнал о его неожиданной скоропостижной кончине. Близкий друг Игоря, живущий в Германии, сказал мне, что он приехал в Питер в июне. Позвонил Игорю по домашнему телефону. Они потрепались и поржали. Потом договорились встретиться за несколько дней. Игорь на встречу не появился. Ключевые моменты из нашей теории. Это слова Игоря. Она учитывает все, без исключения, факты из материалов 1959 года и поздних документов и интервью. Построена хронологическая таблица событий, выявлены несоответствия с официальной версией, объяснены причинно-следственные связи между событиями и причиной несоответствий. Поэтому полная версия требует в обязательном порядке приложений в виде хронологической таблицы, списка «Кто есть кто» и ссылок на документы, интервью или цитаты. Так это мы и сделали, подтверждающие документы накапливаются на сайте под главами из книги. Мы начали книгу «События в последующие полуночные», чтобы объяснить сразу несколько вопросов. Почему имеются протоколы Попова, который допрашивал Чудинов, почему протокол 6 числа и почему есть ссылки на то, что группа Дятлова шла по другому маршруту. Я считаю, что тело туристов действительно обнаружили с воздуха, с борта, который обслуживал какую-то геологическую партию и прилетал над перевалом.
Несколько геологические организации базировались в Полуночном. Информации о находке придали по линии геологов. Поэтому изначально информация появилась именно в Полуночном, а недавно через Полуночное прошла тургруппа Шумкова, отец одного из членов, который работал на полуночных шахтах и жил в Полуночном. Поэтому сначала местные решили, что погибла именно эта группа, а не группа Дятлова, про которую они вообще ничего не знали, не видели и не слышали. Группу Дятлова обнаружили из воздуха. Поздно на место аварии подошли люди. Это произошло в начале февраля. Обнаружили дерево, упавшее на палатку. Часть тел оставились в палатке под деревом, и было очевидно, что у них, скорее всего, тяжелые травмы. Часть тел была вне палатки. Обнаружены были не все тела, но особенно тщательно никого и не искали. Вообще говоря, очень много из версий обсуждалось на форумах, но в единую версию эти факты и предположения никто не свел. Дерево можно видеть на поисковых фотографиях, только оно под снегом. Впервые это павшее дерево сфотографировал Якименко в 1963 году в экспедиции, когда памятную доску ставили. Вообще в районе Кедра очень много упавших деревьев, но неизвестно время их падения. По нашей версии, Люда, Тибу и Золотарев остались в палатке под стволом. Палатка и тело были найдены в начале февраля до 6 числа. Потом, по нашей версии, найденные тела привезли в Фидель, а потом вернули на перевал. Я знаю, что это звучит очень странно, но это вариант, который остался по методам исключения. Или же придется, не учитывая ряд воспоминаний, у нас нет причины считать, что эти воспоминания не соответствуют действительности. Дятлов сначала собирался ставить лабаз на перевале. На те фото, что Лев Иванов считает последнюю, роют яму под лабаз. Позднее, в ходе инсценировки, на этом месте поставили палатку на основе сценария по Федосеву из книги «Тропою испытаний». Отвечая на вопрос, почему палатки-сценировщики там установили, нужно учитывать 3 момента. Первое, палатку хотели убрать из лесной зоны, чтобы не возникали подозрения упавшего дерева якобы из-за взрывных работ. Второе, хотели имитировать смерть из-за урагана по сценарию Федосева, и успешно это сделали, так как смерть от урагана была принята комиссией обкома в качестве причины гибели. И третье, палатку специально выставили на видное место, чтобы ее быстрее нашли, и чтобы из Ивделя быстрее уехали начальники из Свердловска. Следы оставлены теми, кто останавливали палатку на склоне во время инсценировки. Никто вообще не думал о том, останутся эти следы или нет. То, что на деформированных из ветра и осадков следах можно идентифицировать, следив носка и прочие детали, которые разглядел Чернышев, это миф. Принадлежность следы дятловцам вообще никак не доказана. Все голословно мы считаем, что следы оставлены 4 инсценировщиками, которые поднялись на палатки и спустились обратно. В морг санчасти Ивделя привозят трупы погибших. Всего в этому времени было найдено на месте аварии и привезено в морг Ивделя 6 человек. Скорее всего, Дубинин, Золотарев, Кулеватов, Тиво, Бриньоль, Кальмогорова, Кривонищенко, Трое, Дятлов, Слободин, Дорошенко на тот момент не найдены. Критерий, почему мы и так думаем, это описание трупов Солтер. Остальные 4 привезли только в мае и опять в морг зоны. Для ивдельчан поиски на тот момент давно закончились. Скорее всего, многие не знали о том, что в мае кого-то еще привезли. Кстати, на первом осмотре был доктор Прутков, а на официальном СМИ его уже не пригласили, потому что он не мог не понять, что осматривает тело повторно. Неподалеку от перевала приводились разведочные работы. И есть только предположения и косвенные факты. Поисковик Синюка вспоминает о том, что слышали взрывы неподалеку Ивдельской судья новокрещенных, по словам Тимпалов, говорил о воронках неподалеку. Все это говорит в пользу взрывных работ неподалеку. Есть также косвенные факты в пользу наземных работ неподалеку в конце марта.
В поисках участвуют сотрудники 3 учреждений, напрямую не связаны друг с другом. Явной причины участия в поисках у них нет. Если предположить, что они как-то связаны с причиной гибели туристов, то, что может связывать геологов, пожарников, Евделага и саперов ЖДВ, только взрывы, так как геолозы приводят взрывные работы, саперы вообще профессиональные в этом деле, пожарники обычно отвечают за технику безопасности при опасных работах. Получаем цепочку: взрывы, травмы туристов и участие геологов, пожарников ЖДВ в поисках. Попробуйте, например, создать подобную цепочку при других вариантах причин гибели, например, из-за ракеты, причем тут ракеты, геологи, пожарники, или смерть от рук диверсантов, как связаны диверсанты, геологи, пожарники и ЖДВ. Отдельные фрагменты предлагались многими участниками форумов: перевозка тел, подозрения на местных, элементы сценировки и так далее, но никто не свел все эту в единую версию. Проблема версии в том, что указывает конкретные лица, виновные пусть не в убийстве, но в манипуляции с телами, то, что скандал возможен, потому что документального подтверждения нет. Поэтому и эта версия не опубликована по форуму. Но версия не высосана из пальца. Это логический вывод из имеющихся данных. Большое спасибо за внимание.